Всем привет, с вами Феникс. Сегодня стартует новая серия по Manor Lords. Спасибо, что заглянул. Именно ты делаешь этот контент живым. Твои лайки, комментарии, подписки помогают мне создавать еще больше крутых видео. Это реально мотивирует. Подпишись на канал, если хочешь больше интересного контента. Твоя поддержка – это главный мой двигатель. Ну что, погнали? Так, всем привет. Привет. Итак, продолжаем наши приключения в Manor Lords. Итак, что мы делали в прошлой серии? Как помните, у нас было нападение нашего соседа. В этой серии вот войска, которые у нас остались. 3 подразделения, да, так, наемников. И в этой серии мы их распустим сейчас. Будем заниматься экономикой. Так, давайте распустить и распустить. Да, все, всех мы распустили. Пока они нам не нужны, потому что пока у нас нету врагов. Одобрение у нас 60 и будет в следующем месяце типа -3. Смотри, да, на понижение идет. Но будем держаться в зеленой зоне. Ну, погнали заниматься дальше. Торговля нас интересовать будет сегодня в первую очередь в этой серии. Попытаемся с нашим скудным, скажем так, запасом ресурсов, которые есть в нашей территории. Это, давайте покажу. Это у нас с вами есть ягоды. Богато, как бы, залежь, да, получается, ягод. И у нас по животным все нормально. То есть шкуру у нас можно нормально брать, да, и ягоды. Ягоды, соответственно, можно делать краски. Шкуры, это кожа, ну и то, что можно из кожи производить. У нас есть немного соли, камень у нас уже закончился, ну по сути и все. И у нас есть еще один захваченный регион, который мы сегодня, не знаю, возможно будем, возможно не будем, посмотрим. Сперва мы с этим регионом разберемся, для того, чтобы мы могли защищать наши территории, если будет такая нужда. И сейчас у нас июль месяц. У нас есть поля, вот засеянные поля, ротация на полях у нас уже стоит. Ротация стоит, мы заказали лошадь в прошлой серии, я вот не помню, по-моему, она еще не добралась до фактории. Фактория у нас находится возле вот здесь, где-то здесь, вот она фактория. Да, заказать новую лошадь, я не хочу этого делать. Люди в фактории работают, у нас луки привозят, доски по рекомендации, спасибо игроку, подписчику, да, нашему под ником также Manor Lords, спасибо за то, что порекомендовал. Некоторые нюансы доски мы отключаем, будем производить уже максимально дорогой товар, производный из ресурса доски, да, который можем делать сейчас. Это у нас боевые луки. Ну и, соответственно, там еще есть щиты, малые щиты. Также мы будем их производить и продавать. Давайте начнем отсюда, наверное, чтобы деньги наши не расходовались. Так, по доскам обоюдную торговлю мы вообще берем не торговать. Вообще. Здесь пока ничем торговать не будем. Камня у нас, увы, нету. Скорее всего, даже ввозить камень придется. Посмотрим, так как камня у нас нет. Черепица у нас пока есть, производит, не будем ее продавать. Далее пойдемте здесь лен. Давайте я пока ввозить не буду. Здесь, в принципе, я ничего и не ввожу. Все нормально. По продуктам мы тоже ничего сейчас не возим и ничего пока не вывозим. Нам нужно самим пока разобраться с продуктами. У нас как бы есть все, но мы лучше продавать будем краски. По ресурсам мы здесь также ничем не торгуем. Торговать будем чуть-чуть дальше. Торговать будем уже красками. Торговать будем обувью. Когда из нее будем... Инструменты я сейчас пока ввожу в небольшом количестве, ну вообще так чуть-чуть, да. Но они как бы, они нам пока нужны. Без них пока никуда. И здесь луки. Луки мы продавать будем. Для себя я оставлю там совсем немножко, в принципе. Давайте там, до 50 штук догоню. Пусть полсотни хранится. Не знаю, наверное, многовато, да. Вот полсотни оставляем, остальное будем продавать. Луки будем продавать, продавать будем также малые щиты.
Да, лагерь лесорубов, строительство завершено. Малые щиты будем продавать. Это то, что касается оружия. Ну и краски. То есть малые щиты. Краска, 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 краска. Вот краска. Соответственно, нам нужно для начала продавать будем краску. 160 получается, да, у нас? 160. Да, вывозить можно будет. Пока у нас торгового пути нету, да? Себе, ну, насколько она будет мне нужна, не знаю. Давайте я для себя оставлять буду там 30. Насколько она будет нужна, в принципе. Насколько она будет нужна, это большой вопрос. Вот 30, остальное будем все вывозить. Но пока торгового пути у нас нету. 160 на монет надо. Подождем еще чуть-чуть. Так, есть. Лагерь лесоруба. Мы вот здесь добавляли лесоруба, да. Давайте сюда закинем лесоруба. Есть такое дело. И у нас еще немножко осталось времени. Потом мы людей будем на сбор этих ресурсов отправлять. Поэтому пока есть так. И по рекомендации, также спасибо за рекомендацию. Но это уже будет на следующий год. Да, мы вот здесь разместим еще один склад. Чисто под ягоды, для того, чтобы логистику немножко сократить, да, и чисто под травы. Давайте, наверное, прям сейчас сразу этим вопросом и займемся, пока у нас есть свободные ребята. Так, логистика, что у нас тут можно? Амбар. Амбар еще один. Где бы тут тебя так разместить, чтобы было всем удобно. Так, где у нас красильщик? Вот здесь у нас красильщик получается. Ну, кстати, вот есть место для амбара. Но даже как далековато. Хотя посередине между красильщиком, да, и между этими ребятами. Здесь разместить красильщики далеко будут ходить. Ладно, давайте, место тут есть вроде бы как. Вот здесь еще один амбар мы и разместим. 10 камня. Отлично. Давайте поставим высокий приоритет. Ну, пока у нас есть чем заниматься, да. И уберем, наверное, возведение ларька отсюда. Пусть это будет чисто под наши собственные, наверное, нужды. Да, давайте уберем. Это будет чисто под красильщиков сделано. Возможно, мы еще одного красильщика. У нас два уже есть. Может быть, еще одного сделаем. Не знаю, посмотрим. Потому как нам нужно торговать и продавать. Здесь будут чисто травы и чисто ягоды храниться. Что у нас по продуктам питания? Надо следить за этим делом. На 14 месяцев у нас. Но это все благодаря больше ягодам. Так, также нужны указы. Указы по животным. Да, указы по животным у нас стоят. Тоже, в принципе, мне рекомендовали охотничье угодье поставить указ. Он у нас... Нет, подписать. Все нормально. Указ у нас так и стоит. Да, все есть. И по новому ресурсу, ну, наверное, мы яблоками, или даже, может, не знаю, яблоки, овцы. Наверное, выращивание яблок будет следующим нашим ресурсом, который мы будем заниматься. Попробуем с яблочными садами чуть-чуть поработать. Ну и, конечно, хотелось бы вот сюда перейти, деловые навыки, тоже было бы неплохо. Открыть этот перк. Ну, посмотрим. Так, что у нас такое? Это хозяйство, уровень одобрения. Да, я понял. Так, по овощам у нас, ну, хоть более-менее. Ну, посмотрим. Так, по закупкам самое главное я отменил. Для того, чтобы мы можем здесь копить. Да, и пойдем дальше. По диким зверям, по торговле луками. Это я вроде бы все сделал, что хотел. Так, что у нас тут? Кузница. Кузница нам будет еще нужна очень-очень не скоро. Я потратил на нее в свое время деньги, да, но она как бы у нас стоит без людей, да. А нет, стоп, подождите. Кузница. Зачем же я это сделал-то, а? Я уже не помню. Ну ладно. Пусть стоит как резерв. Остановить работу. У нас в кузнице все равно ничего не производится. У нас не с чего производить, да, ресурса этого нет. Как начнем соседнюю, получается, деревню развивать, там у нас есть металлический металл, и мы ее сюда будем перевозить, и здесь уже будем, ну, возможно, что-то из него делать. Запас топлива восполнен, понятно. Кузнец.
Это я, в принципе, приоритет производства ставил, да, но как бы желательно, конечно, делать железная заготовка, доски. Конечно, лучше ставить на инструменты приоритет, да, сюда. Все равно он не производит, получается, ничего. Потому что у нас нет железных заготовок. Можно немножко потом приобрести железных заготовок. Но это как будут уже, говорится, лишние деньги. Ну, посмотрим. Не факт, далеко не факт. Ладно. Пивоварня. Пивоварня тоже у нас, по сути, сейчас простаивает. То есть у нас есть то, что у нас сейчас простаивает с вами. Так, житницы 2 человека, те, кого мы сейчас, в принципе, могли бы... Что такое? Нерабочая зона. Ага, я понял. Нерабочая зона. Так, ну, сейчас они тут достроятся. Я надеюсь, они переносят все отсюда, потому как здесь, смотрите, еще ресурсы есть. Пусть отсюда все вынесут. Тогда я, получается, уже потом их уберу. Заимка собирателя. Да, тут тоже уже немножко осталось. Пусть они все выносят это дело, и тогда я их уже потом уберу. Поставлю все это добро на паузу. Что у нас здесь? Они вообще занимаются чем-то, нет? Очень высокий. У нас не привезли еще ничего, но я надеюсь, скоро привезут. Ну, посмотрим. Рынок у нас тут что-то пытаются делать. Сыромятня. Сыромятня у нас хоть работает, потому что такой парень, что могу и забыть. Есть сыромятня, типа работает. И самое главное, наша живность. Наши животные тут гуляют. Все, тут у нас процесс какой-то идет. Да, больше пока не буду, но я не хочу еще больше ставить. Пусть пока вот в таком ключе у нас все происходит. Что я сейчас сделаю, это поставлю сапожную мастерскую. По-моему, у нас ее нет. Ни одной. Где-то у нас тут были хозяйства. Тут уже куры есть. Курицы, не курица, а пьется. Так, сапожник нам нужен на 2-м уже уровне. Ладно, мы подождем немножко еще. Мы чуть-чуть еще подождем. Не хватает. Чего им не хватает? Топливо. А топливо ж вроде бы рядом с вами где-то должно быть. Рынок. Угу. Топлива им не хватает, да, получается? Ну, тут работают, все нормально. Все окейушки. Ладно, посмотрим. Я хочу увеличить здесь еще удобрения, пока есть деньги какие-то у нас есть. Я большие технологии не собираю пока еще. Жду, что у нас со всего будет. Этот пятачок, кстати, меня спрашивали, почему посередине пусто. Вот этот пятачок я оставляю на всякий случай. Там, возможно, рынок расширять. Возможно, какое-то такое, что придется экстренное строить. То есть это у нас свободное поле. А возможно, вообще пока будем войска собирать для атаки, чтобы было что-то свободное по центру деревни. Так, что у нас? Это 5-й год, да, получается уже. Так я понимаю. 5-й месяц. И периодически спрашивают народ, что так тупишь, да, когда вот там пильная яма не работает. То не знаешь, где там что находится. Я вам еще раз скажу. Дело в том, что в эту игру я играю первый раз вместе, по сути, с вами. И изучаю ее тоже вместе с вами. Почему не делаю это за кадром? Ну, не хотелось бы. Не хотелось бы портить свои первые впечатления. В первую очередь свои, наверное, да. От того, что вот что-то знаю, что-то не знаю. Ну, вот хочется изучать вместе с вами. Первая деревня наша, первая деревня и моя, получается, не только на карте это, но также, получается, это первая деревня вообще в игре Manor у меня вообще в принципе. Так что, если будут другие сезоны у нас с вами, соответственно, возможно, они будут, точно еще не знаю, возможно, будут как-то по-другому. Да, вот, наконец-то у нас хозяйство с 1-го уровня с большим огородом. И оно у нас все засеяно, все нормально. Это как бы очень хорошо. Да, потому что в прошлом году, кто смотрел, видели, вот это было у нас все
ну, не засеяно. То есть наполовину было, наполовину не было. А сейчас вот такие вот у нас получаются огороды. В принципе, не делал, первоначально не делал я как бы по незнанию, скажем так, прямые там квадраты чисто, выстраивал домики как положено, да, и все прочее. А сейчас это, смотрю, даже уже есть в этом определенные плюсы, ну, потому что в нормальных поселениях тех времен, ну, не было идеально ровных, там, квадратных, прямоугольных и прочее, эстетически таких идеальных хозяйств, к сожалению, или к счастью, к моему, да, сейчас этого не было. Так, я думаю, сделать надо следующее. Здесь курятник, наверное, это второго, не там с первого уровня. Надо найти дом второго уровня, который у нас стрелодел, хозяйство первого уровня, курятник. Сейчас найдем где-то хозяйство второго уровня, вот, к примеру, да, вот с курятником второго уровня. Уберем отсюда сейчас кур. И сюда мы... А что, денег вообще нету? А что, у нас денег так нету? Что мы закупаем там еще? Не понял. Что я там не убрал? Что я не убрал? Так, торговля. Еще раз проверяем. Торговля. Тут у нас все убрано, так? Тут по торговле все убрано. Тут торговля. Все убрано. Тут торговля. Все. Ах, елки, краски. Обоюдная торговля у нас по камню. А древесный уголь, стоп. Как древесный уголь, когда нам нужно только вывозить. Никакой обоюдной торговли нам не надо. Древесный уголь мы вывозим. Краски, кстати, мы еще не сделали. Ну, я вот не пойму, куда у меня деньги делись. Не пойму тогда, куда у меня делись деньги. Давайте глянем торговля. Так, ввозимые. Вывозимые, это я понял. Возможно, везли еще то, что вот список транзакций. А ну-ка. Древесный уголь. Есть краски, дерево, луки. Ребятки, подскажите, куда могли списаться деньги? Я вот смотрю, у нас, вот мы закупали, но это было давно. Возможно, еще до вывоз. Ну вот давайте подождите, стоп, мы ввоз смотрим. Это, наверное, по нашей глупости древесный уголь возили, да? Понял. Древесного угля у нас стало меньше, наверное, нормы, и нам везли древесный уголь. Ну, на будущее будем знать, что глупость сделали по древесному углю, пока нету других у нас источников. Доступны новые наемники, это я понял. Давайте еще раз по торговле еще раз пересмотрю. Еще раз. Так, тут у нас все отключили. Тут мы на ввоз вывозить краски, вывозить древесный уголь. Я понял, да, пока вот так. Угу, тут все нормально. Тут мы доски отключили, вывозить будем луки. 50 себе оставляем, остальное все вывозить будем нафиг. Все, скот. Постоянное назначение скота. Назначить погонщика скота, да? Подождите, что у нас два... Одного вообще хотели, да? Одного погонщика скота. Ага, да, вот все есть, лошадь ждет. Получается, погонщик... Да, лошадка стоит у нас, все. То есть, получается, она как бы привязана у нас. Ждет. Ну, хорошо. Все, пусть ждет. Лошадка, стой. Странно, почему она где-нибудь в этом районе, конечно, не стоит сразу. Ну, кто его знает. Так, амбар. Амбар у нас построили. Давайте его сразу до большого амбара улучшаем. Прям сходу, да? Опять-таки убираем эту возможность. И пусть строится до большого размера. Посмотрим потом дальше. Август месяц у нас уже пришел.
У нас пока еще осень, сбор урожая нет. Поля у нас пока еще созревают. Созревают, пусть созревают. Потом кинемся на сбор именно урожая. Здесь человека снимем, сразу на сбор урожая отправим. С пекарни сразу снимем человека, отправим на сбор урожая. Еды у нас на 13 месяцев, топливо на 12 месяцев. Денег 64 монеты. И вот теперь, да, есть, пошло, потихоньку деньги идут. Хозяйство где-то здесь было, где у нас второго уровня куры. И мы его переделаем. Сапожника. Пусть переделывается в сапожника, и сапожник тогда уже займется обувью. Это дело вроде бы как покроет наши требования по одежде. У нас уже есть там кто шьет непосредственно, да, там типа одежду. Ну вот теперь еще будет тот, кто у нас обувь делает. Так, но нужно сделать еще один тогда курятник. Где-то тут внизу у нас были хозяйства без дела. Да, вот здесь тогда у нас заменяем на курятник. Все, чтобы у нас компенсация шла, одно на другое мы постоянно заменяли. Так, дела вроде бы потихоньку пошли. Потихоньку дела идут. Давайте я ускорю процесс. И посмотрим. По лукам. Кстати, по лукам я хотел еще сделать резерв. Мастерское лукодело. Сделать здесь резерв нужно нам, да, будет. Дополнительно луки производят доски. Доски. Что-то тут много, большой резерв стоит. Прям очень. Резерв. Резерв. Ну, давайте, не знаю, штук 150 поставим. Хватит с головой, я думаю. Даже, наверное, много. Ну, пусть стоит. Хуже не будет уж точно. Елки-моталки. А нельзя так зажать, да, чтоб... Ну ладно, придется кликать. Тут никак нельзя... А, вот тут можно набрать. Отлично. 100 штук. Все. Резерв 100 штук. Пусть стоит. И так как у нас, наверное, будет... Лукодел нужен будет еще один. Наверное, здесь тоже поставим со временем лукодела. Потому как мы будем их вывозить, торговать. Хотя нет, здесь мы поставим не лукодела. Потом, да, а производство щитов малых. Это вот здесь, да, мастерская доспехов. Мастерская доспехов нам 20 монет нужно. 2, ага, я понял. То же самое сделаем. Монеты вроде бы есть. Кстати, у нас монеты появились. Где наша фактория? Где наша фактория? Торговля. Торговые пути. Краски, ребята. Мы можем открывать теперь краски. Ну что ж, давайте запустим это дело. Учредить торговый путь. Учредили. Ну, все, еще один торговый путь у нас пошел. По лукам давайте еще раз я проверю. Луки у нас есть. И потом еще запустим торговля малые щиты. Вот это дело мы еще запустим. Посмотрим, что будет получаться. Лошадка наша еще пока стоит. Лошадка наша еще стоит. Что у нас здесь? Мне не нравятся вот здесь ребята наши, как долго ходят. Ничего нет. А, не, вон попер. Все окей. Ну, далеко им приходится таскать. Наверное, их лучше куда-то перенести. Это у нас кто такой? Лагерь лесоруба. Да, наверное, отсюда и лесоруба еще надо назначить. Тут как-то больше всего добра. И вот в эту сторону мы будем строиться. Вот в эту сторону будем строиться. В дальнейшем. Вот этот лес, в принципе, тоже можно подвырезать, да? Но тут, опять-таки, заимка. Я боюсь, что отсюда начнут сюда ходить, резать лес. Не, пусть пока будет как есть. Пусть пока берут именно вот отсюда везде. Единственное, можно опуститься ниже.
Вот здесь поставить заимку, чтобы они здесь все вырезали. Ну окей. Так, есть плюс 319 монет у нас уже. Что-то уже вывезли, что-то привезли. Ну, по чуть-чуть торговля, скажем так, пошла. По чуть-чуть торговля пошла. И мы теперь сможем еще открыть еще один торговый путь. Ну вот давайте малые щиты. Открываем. Учредить торговый путь. Отлично. По чуть-чуть дела пошли. Ребятки, по чуть-чуть дела пошли. Еда есть. Вроде бы как. Доски у нас есть. Все нормально. Так, запас одежды на рынке все равно у нас еще страдает. Запас еды на рынке, запас топлива. Ну, по топливу странно, конечно, очень. Потому как топливо у нас якобы на 12 месяцев. Топливо-то у нас на 12 месяцев. Чего они не хотят сюда? Еда, припасы, еда. Странно, конечно. Топлива хватает. Вот по топливу работают 2 человека у нас. Ну, с топливом все у нас окей. Чего они не хотят? Странные ребята в этом плане. Ага. Начался сентябрь, ребятки. Один момент. Начался сентябрь, сезон сбора урожая. Заимка собирателей. Все по нулям. Ставим его на паузу. Здесь аналогично все по нулям я поставлю на паузу. Все вынесли. Здесь все вынесли, тоже поставлю на паузу. И здесь все вынесли, поставлю на паузу. 7 человек у нас сейчас типа есть свободных. Что я хочу сделать дальше? Я хочу с мельницу пока поставить на паузу. На паузу поставлю пока... нет, печь пока не получит. А, да, вот с печи я вообще могу еще одного человека пока временно убрать. И вторая печь у нас общественная. Тут, в принципе, один человек еще есть. Ну, пусть будет, ладно. И теперь сюда мы забиваем полностью. Ну, полноценно, да, у нас еще 3 человека еще остается. Ну, посмотрим. Все, пусть идут все дружно, теперь занимаются уборкой урожая. Уборка, переноска, обработка потом. Ну и, соответственно, потом на мельницу мы это дело все с вами отправим. Так, тут доски у нас пилят, все нормально. Большой амбар. Большой амбар. Зачем я строю? Нет, не надо, ягоды. Ну вот одного человека и оставлю в большом амбаре. Я думал, будут сюда собирать ресурсы, но они переносят в житницу, получается. Нам бы этот амбар, кстати, его можно перевести. Его даже перенести нельзя. Ну, как бы он пока стоит, у нас будет стоять как резервный. Мало ли, вдруг эти амбары будут заполнены и некуда будут там что-то переносить. Ну, всякое бывает. Хотя у нас такого навряд ли, конечно, будет. Но посмотрим. Так, есть. Более-менее дела пошли на лад. Более-менее дела пошли на лад. Запасы по еде я пока не отдаю. Там десятину. Не отдаю десятину. Гляньте, огород маленький, да, вообще. Это, конечно, не очень. Хозяйство 2-го уровня. И огород стоит. Ну, как бы это неправильно. Хозяйство 2-го уровня и огород стоит. Это неправильно. Так, а это у нас, наверное, основа доспешного дела. Это изучить надо перк, скорее всего, да, чтобы это дело могли мы уже потом. Пристройка для забоя. Соли мы, в принципе, добывать можем. Шкуры, мясо, колбасу можно делать будет. Следующие товары: мясо и шкуры из избыточного скота, а также сосиски. Я понял. Но пока у нас избыточного скота нет. Давайте, возможно, я поставлю еще одну сапожную мастерскую. И пусть, наверное, занимаются... Это у нас что производят? А вот, кстати, стоп. Позволяет изготавливать щиты. Вот что мы будем, где мы будем тут заниматься. Да, есть. Сейчас у нас вопрос торговли, поэтому
первую очередь торговля. Мастерская, партняжная мастерская, пусть тоже будет пока. Хозяйство второго уровня, курятник. Да. Яйца дает, ну ладно. Ладно, сейчас посмотрим. Еще одна партняжная мастерская. А вот это вот надо дело, наверное, убирать. Ну, потому что партняжная мастерская, нам вторая нафиг не нужна. Еще один курятник. Еще один курятник. Мы вот так вот немножко сделаем перетрубацию. Так, там мы поменяли. Соответственно, здесь хозяйство первого уровня. Мы здесь сделаем курятник. Потому как мы там убрали. Так, по деньгам у нас еще нормально все. И там мы убирали тоже с вами, да? Тут курятник стоит уже. И там мы убирали огород. Но огород ставить не будем. Поставим еще один курятник. Все, яйца нам должны как бы обеспечить нормально все. Должно быть все окей. По идее. Да, тут ребятки уже собрали одно поле, я вижу. Переходят ко второму уже полю. Это молодцы, конечно. Такой толпой быстро довольно все убирают. Как только они закончат обработку этих полей, они как бы уже будут, тут ротация будет. Какой-то из полей они будут, это, по-моему, станет на паузу, запустится это, ну, и они так по кругу будут все три поля туды-сюда, говорится, блуждать. Кладовая заполнена. Какая кладовая заполнена? Что тут заполнено? Пильная яма заполнена. Ну, что ж, есть как есть, да. Кстати, в этой пильной ямы можно поставить, в принципе, склад еще один. Хотя у нас досок столько, пусть ходят, пока берут. Там потом разберемся. Так, духовенство у нас все окей с ними. Здесь все-таки запасы топлива на рынке нужны, да, еще дополнительно. Поставить здесь где-то точку рынка еще одну. Как бы их заставить, чтобы они так нормально брались от топлива. Тут, в принципе, топливо у нас-то есть, но рынок далеко, да? А вот дайте на рынок пойду посмотрю. В принципе, своими глазами. У нас дрова там продаются. Стоп, дрова-то не продаются. А что, дрова не продаются? Хлеб я вижу, да, у нас появился хлеб. Продажи здесь я вижу, продают. Тут кожу. Кожу продают. Может быть, кожу не надо было продавать, но кожа и мясо. Тут тоже хлеб продают. Угу. Так, а вот действительно по дровам что-то я как-то не вижу, продавали. По дровам я точки не вижу для продажи. Очень странно. А ну-ка, подождите, а где наша вот сторожка дровосека? А тут такого нет, да, поставить там свою дополнительно, ну-ка. Ограничить зону. Люди. Топливо на 13 месяцев. Но опять-таки тут топливо может быть у нас на 13 месяцев. Еще вот это топливо, правильно? Дрова, древесный уголь. Дрова сюда заезжают, древесный уголь у нас сюда выезжает, да? Ну да. Даже сюда можно еще одного человека на древесный уголь кинуть. Так. На дровах у нас 2 человека, на древесном угле у нас тоже самое 2 человека. А здесь на рынке у нас запасы в амбарах 2. Топливо 52, одежда. А ну-ка, да, по одежде проблемы у нас. Разнообразие пищи, да, топливо. По топливу вот здесь у многих не хватает, да, и одежды. Затоваривание, да. Пустующие места под ларьки 2 штуки. Что такое затоваривание у нас? Так, работники могут добавлять дополнительные припасы, как если хозяйство было больше, чем имеется на самом деле.
Помогает уменьшить число перебоев с поставками, возникающих из-за повышения длительности перевозки в больших городах. Я понял. Затоваривание один дел. Не, пока не будем. Пока не будем. Дополнительно. Это у нас рынок. Так, кстати, я хотел посмотреть вот на вот это место. Амбар. В амбар мы закинем сюда одного человека. И в амбаре мы будем хранить с вами исключительно ягоды. И исключительно травы. Все, больше в амбаре ничего храниться у нас не будет. Вот только для вот этих двух ресурсов у нас будет данный амбар. Так, все, ребятки тут работают вовсю. Поля. Меня интересует посмотреть, что там у нас с полями. Да, поля уже тут обработали. Собрали полностью урожай. Сейчас засеивают, да, уже. Все три поля. А что, все перенесли, получается, в житницу? Нет, еще не перенесли. А где тут еще убрано, наверное, стога с этим самым были зерновыми культурами? Я помню, в прошлый раз тут прям такие снопы стояли. А сейчас я ничего этого не вижу. Или вот это они занимаются, типа потом они появятся. Ну вот типа вот мадам это пошла, да? И она сейчас должна занести. О, лучок. А, это не лучок, это что, или редька, или редиска, и что-то такое. Так, травы у нас есть, обувь у нас есть, отлично. Обувь есть и деньги есть. Если у нас уже довольно много обуви, посмотрите по обуви уже, 219. 219 обуви, а ну-ка, давайте проверим факторию. Фактория, торговля, путь у нас по обуви открытый или не открытый? Так, предметы потребления. Вот обувь у нас здесь не открытый, он стоит 400. Ну, пока ждем. Пока еще ждем, стоит он 400, поэтому надо подождать. У нас сейчас 159 монет. Пусть обувью затариваются, потом будет проще продавать. Потом все это дело просто вывезем. И будет нормально. А что у нас, кстати, с луками? Что у нас, кстати, с луками? Доски есть, бревен у нас довольно много, камень есть, инструментов 6, черепица. Так, луки есть. Луки есть, 70 штук. Малые щиты пока 0. Я понял, ладно, подождем. Что у нас по еде 12, по топливу 12. Ну, нормально. Пока у нас все фу-фу-фу, как говорится. Более-менее, спасибо подсказкам Маннерлорда, нашего зрителя постоянного, да, мы как бы в баланс вошли, в некий. Тут так есть, да, порча идет. Давайте ускорим процесс. Сентябрь у нас месяц будет скоро заканчиваться. Все, ребятки, у нас тут... А чё стали? Ребята, чё стали? Непонятно. Чего-то все замерли. Не понял я. Что это за прикол? Приоритет высокий. Двое работают, все стоят. Это что бы это значило, а? А, вот все, ломанулись. Что-то у них там, не знаю, перемкнуло. Посмотрите на это. Колхоз. Это называется колхоз. Стояли, все дружно, потом ломанулись, побежали. Не знаю, что там у них там перемкнуло. Ну, давай, ну-ка, давайте посмотрим на это. На эту красоту. Да. Время, так сказать, посадки. Молодчаги, конечно. Работают вовсю.
Мадам, что прохлаждаемся? Да. Время огородное. Так, ладно. Есть. Здесь тоже мы... Давайте я сохранюсь на всякий случай. Сейчас кто-нибудь нападет на нас. Давайте 444 перезапишем. И давайте дальше. Погнали дальше, пусть занимаются. Мы сейчас процесс немножко ускорим, чтобы быстрее деньги собрались у нас. И мы смогли уже производить щиты, кстати. Почему мы щиты еще не произвели, непонятно. Давайте еще раз глянем. Малые щиты. Вот, щиты пошли. Смотрите, малые щиты 5 штук уже. Ну, отлично, отлично. То есть мы сейчас вывозим с вами уже уголь. Ну, древесный уголь, да. Мы вывозим, получается, с вами уже луки. Вывозим краски и будем вывозить еще малые щиты. Да, деньги у нас уже прибавились, нам нужно 400. Пока ждем, пока ждем. Так, все ринулись на последнее поле обрабатывать, отлично. Это поле ячмень, это у нас под паром будет, и здесь у нас поле лен. Следующий год у нас получится без пшеницы, ну, посмотрим. Посмотрим. Я так думаю, по поводу одного поля льна, его хватит на очень долгий срок. В следующий год, возможно, там пшеница, а потом вообще, не знаю, есть ли смысл или нету смысла лен выращивать. Будет видно. Это будет видно. Так, амбар. Тут у нас все окей. Здесь у нас все работают, но пока еще никто ничего особо не приносил. Насколько я помню, в прошлый раз сперва идет вот это вот с полями засев на Новый год, а потом уже как-то сносят все в амбар. По-моему, как-то так было. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, уже практически здесь завершили. С полем осталось совсем немножко, и как только это дело все у нас завершат, тогда лесорубы. 12 бревен, да. Тогда пойдем дальше. Здесь у нас на постоянной основе всегда есть один человек, мы оставляем. Ну и сезон в сезон мы просто все остальное убираем и распределяем по другим местам. Здесь, соответственно, у нас ничего нету, потому что ничего не производится пока в житнице. Еще все эти работы не ведутся. Вот, сейчас у нас заканчивают здесь ребятки работать. Ну и, соответственно, сейчас пошел засев. Пошел засев. Сейчас это дело посеят. И потом посмотрим, что будет дальше. Так, пришли у нас очередные деньги. 467. Все, ребятки, мы открываем новый торговый путь. Открываем торговый путь. Торговля и торговый путь обувью. Открываем 400 монет. Учредить торговый путь. Есть такое дело. Я так думаю, вывозить. Давайте у себя будем оставлять. Ну, пусть будет 50. Наверное, 40 даже. Много не будем. Единиц. Остальное будем все полностью вывозить. И у нас останется, я уже не помню, давайте проверим. Малые щиты. Торговый путь уже учредили, но почему-то не вывозим, да? Вывозить тоже будем. У себя мы оставлять будем малых щитов. Давайте тоже штук 40. Пусть хранится, остальное все будет вывозиться. Ну, как-то так. Как-то, я думаю, пока есть так. Так, идет засев сейчас полей. Это уже засеяли, насколько я понял. Здесь что-то как-то дообрабатывают. А они в прошлый раз не закончили, да? Не завершили? Ну да, как-то куски пооставались какие-то непонятные. А что они в прошлый раз не доделали это дело? Я думал, они все уже сделали. А вот начали только сейчас. Дальше вот засевать. Тут еще работают, тут что-то полят. Ну, такое. Октябрь месяц у нас есть. Ну и что тут продолжаешь непонятно возиться? Так, ну окей. Сейчас посеете все это дело потом. Мне интересно сегодня с полями посмотреть механику. Механику, что зачем идет, ну понятно, там посев, сбор, посев. Но вот как-то со сбором не совсем понятно. Они вроде бы собрали, но куда они потом это все дело дели,
Непонятно. Они это все в себя как бы вместили, получается. Потому что все переходят в житницу, да? В житнице у нас 7 единиц. А, извините, где то, что на полях выросло? Где то, что выросло на полях? Ну не могло же 6. Мне это немножко непонятно. Ну да, вот они сейчас все разбежались, куда-то побежали. Сейчас немножко еще подождем. Приближается зима, я понял, но пардоньте, а где? Ребятки, я так не понял, что у нас с урожаем произошло. А что у нас с урожаем там произошло? У нас тут были... Вы что-нибудь поняли вообще? Или они это откуда принесут еще? Где вся толпа-то разбежалась? По домам? Вот это, конечно, попадалово. Так, уменьшаем количество здесь. А как это так получилось? Давайте запустим здесь. Я вообще-то на него рассчитывал, на этот урожай. Да-да. А как это? Это, конечно, прям вообще непонятно. Ребята, кто знает, подскажите, куда могли деться, куда делся урожай? Ротация культур. Все нормально. Приоритеты там стоят. Что это за прикол с урожаем был только что? Я вообще этого не понял, прикола. Так, типа засеяли. Ну вот они собрали урожай тогда. А куда он делся? Куда урожай делся? Непонятно вообще. Я вообще, честно говоря, не понял ничего. Куда оно делось, куда оно пропало. Ну да, в житнице пусто. Ну, сейчас как бы это дело перемолят, ну и все на этом. Нам надо закупаться едой, получается. Закупаться мясом. Ладно, давайте посмотрим, что у нас по еде. Мясо есть, овощи есть, ягоды есть, хлеб в принципе есть. Может, хлеба даже хватит. Яйца есть, яблоки мы купим. Ну или посадим, давайте в следующем месяце, давайте уже яблоки. Мы не посадим, потому что нам нужно с вами развитие, да? Мы яблоки не можем. Яблоням нужно 3-4 года, чтобы полностью сформироваться, это понятно. Но пока мы яблони с вами, очки развития нам надо дальше прокачивать. Понял? Понял, да, проблема. Так, а для того, чтобы запас топлива на рынке, да, поставить здесь рядом это рынок еще. Поставить где-то рядом небольшой рыночек, может как-то здесь тогда что-то как-то вот эти отдупляться. Вот здесь я могу что поставить такое, да? Мини-рынок. Рынок. Потому как не отдупляются эти вообще ребята. Ну да, что-то тут могу поставить. Что-то смог. Так, а вот здесь нельзя, да, поставить? Ну, подождите, дайте дополнительно. Что-то дополнительно. Резерв по дровам. Давайте резерв по дровам пусть будет 150. Что-то резерв какой-то большой стоит все время. Я вроде его не... что делаю? Резерв поставим 150. Много не будем. Вот так вот, 150. Все остальное... У нас 390. Ну, посмотрим. Тут резерв, надеюсь, никакой не стоит. Ягоды. Ну, я не буду ставить резерв по ягодам, потому как мы их все равно не вывозим. Ягоды.
Ткацкая мастерская. Ну, пусть пока будет. Лен, нужна и шерсть. Производство получается, я понял. Кладовая заполнена. Ага, даже так. Даже так возможно, да? Не знал, что такое в принципе возможно, но вот оказалось возможно. Кладовая заполнена, а у нас тут есть амбар, в который мы не можем вот так вот давайте сделаем, чтобы сюда тоже овощи могли завозить. Я хотел только вот эти ресурсы, но давайте пусть еще овощи могут складировать. Ближе будут отаскать потом. Так, как же ж нам сделать так, чтобы тут дрова-то появились у людей? Да, общие сведения. Хранилище, луки, яйца. Люди. Не надо, пусть все нормально будет у них. Даже не знаю, как сделать конкретно. Ребятки, кто в курсе, что как именно здесь кладовая заполнена, я понимаю. Ну вот, будут забирать, я вам амбар, вам место выделил. Давайте в амбарку таскайте. В принципе, на решение правильно, потому что здесь огороды большие. И чтобы в амбар свозили и закидывали потом еще овощи. Вот, дружище, да, вот, повезли. Потому как будут портиться, ну, нафиг оно нам надо. И, наверное, это амбару надо разрешить, да? Разрешить ларьки ставить. Ну-ка, давайте посмотрим, что здесь у нас. Первый уровень, запас еды не хватает, запас одежды ему не хватает. Ну, да, наверное, давайте разрешим. Разрешим торговлю ему. Раз овощи, значит пусть торгует. Разрешим ему торговлю, значит. И теперь склад. Нас интересует склад. У нас склад 1 получается. Из-за этого, наверное, у нас эти проволочки по... О, кстати, вот на рынке у нас, я смотрю, припасы. Тоже зажигательная печь. А у нас что, какие-то припасы хранятся под открытым небом? Понял. Тогда делаем следующее. Делаем склад еще один. И поставим мы его вот здесь. Прямо возле печи. Даже вот здесь поставим. Причина почему есть. Причина почему, если мы еще одну печь здесь где-нибудь поставим, такую же, да, чтобы мы могли... Высший приоритет делаем сразу. Сразу высший приоритет. 6 человек, сейчас они быстренько это дело построят. И туда свозить будем чисто уголь, получается. Чисто уголь. Ну, по чуть-чуть дела пошли. Еды на 10 месяцев. Как бы должно, по идее, на все хватить нам. По идее. Но там, так сказать, время покажет. Да, денег у нас уже 357 монет. В принципе, все у нас открыто. И я предлагаю подстраховаться. Подстраховаться, но возможно. И может еще ввести. Что мы можем ввести такого, что подешевле? Ну-ка. Чисто для подстраховки. Лен и пшеницу. Ну, давайте я везу пшеницу. Подстрахуемся. Пока деньги у нас есть, чуть-чуть везем пшеницы. Буквально на одну партию. Потому что я не знаю, куда делось. Куда ресурс пропал. Ну вот честно. И, кстати, ничего не пишут, то, что пропадает, не пропадает. Вот у нас были поля, куда они дели, блин, ресурсы. Науке это неизвестно, наука не в курсе. Ну, просто были ресурсы, убрали поля, и ресурсов нет, все. Впустую ушли. Поэтому по полям посмотрим, что и как. Так, тут ребята у нас уже вовсю работают. Склад у нас уже здесь строится вовсю. Притом очень активно строят. Посмотрите скорость
Раз, два, три, четыре, пять. Опа, все, склад построен. Давайте сделаем большой склад. Угу, идет строительство, все. Понеслась. Работают вовсю. Все у нас отлично. И здесь, соответственно, поставим сразу же хранить именно уголь. Будет именно уголь здесь хранить. Давайте, давайте, ребятки, стройте, стройте. В чем там не хватает? Доски и бревна. Ну, доски сейчас приволокут. У нас доски тут везде натыканы. А вот с бревнами надо подождать, пока их привезут. Это, конечно, да. Так. Да, вот по еде у нас, конечно, такое. По еде у нас, конечно, такое. На 10 месяцев запасы. Да. Может поставить еще одних охотников, чтобы ускорить процесс по добыче живности. Что у нас тут с живностью? 16. Ну, можно, да, можно поставить, потом просто-напросто... Давайте еще, наверное, одного охотника я сделаю. Возможно, конечно, не надо такого делать, но посмотрим. Посмотрим. Еще одного охотника поставим. Это будет охотник такой, сейчас есть, потом нет. Поэтому давайте я его здесь воткну. Поставлю его очень высокий приоритет. Пусть они его сделают. Мы еще накинем еще одного человечка сюда. Тоже, чтобы мясо поставлял. А как зима пройдет, мы потом его просто-напросто отключим. Да, тут у нас появилась уже торговля. Торговля едой, там, шкурами и прочими вещами, да? Тут у нас ничего еще пока не появилось. Тут у нас ничего еще не появилось. Я понял. Строительство лагеря охотника завершено. Да, вижу. Лагерь охотника. Давайте сюда закинем человечка одного. Пока одного. Дальше будет видно. Склад. Склад, большой склад построен. На склад мы закидываем одного человека. И делаем ограничения. Здесь мы не будем хранить. В принципе, давайте каменные блоки не будем. Культуры эти не будем. Шкуры не будем. Это не будем. Хотя ладно. Вот, в принципе, вот этот нам только останется хранить. Дрова хранить будем, потому как дрова сюда будут нужны, да? Давайте вот так вот сделаем. Доски. Ну, доски тоже пусть хранятся. Если будут нужны. Вот так. Но в первую очередь нас интересует вот уголь. И где наш склад? Еще один. Вот он наш большой. Это большой амбар. Вот у нас еще один большой склад есть. Тут, конечно, у нас уже куча сапог, доски, щиты. Я смотрю, тут склад уже так заполнен прям очень хорошо. Поэтому дрова, доски, возможно, здесь хранить уже не надо. Да, заполнен прям уже капитально. Прям уже капитально. Ну да. Да, подождите, а вот черепицу мы тут у нас по черепице-то люди работают, а глины как таковой-то у нас нет. Подождите, стоп, печь для обжига. Других материалов нет. У нас получается тут же сейчас нечего обжигать. Черепица-то, которая хранится, и все, человек впустую стоит. Все, я понял. Большой амбар еще один есть. Он стоит вот так вот. Оттуда человека мы убрали, сюда человека мы поставили. Все, супер. Ребятки, ну пришла очередная зима, очередной год. Очередной год к нами проживается. Все пока нормально. Да, еда уменьшается. На 9 месяцев у нас уже еды. Но как бы зима-то не 9 месяцев у нас идет.
Зима идет поменьше. А по деньгам мы, судя по всему, ввезли уже. Везли уже ресурсы и, в принципе, это сейчас еще вывезли, везли. И можно будет, вот уже 29 у нас пшеницы есть. Соответственно, пшеницу сейчас доставят, скорее всего, куда-то сюда. В житницу, наверное, да, или напрямую сюда будут доставлены. Не знаю, как правильно там делают. Ну и разойдется по печкам. Кто где разобрал, тот и молодец назад будет. Пшеница, пшеница. Ну, пшеница есть, да, и это уже радует. Так, что еще у нас есть? У нас есть обувь, и у нас уже появились большие щиты, малые щиты. Малых щитов 53 штуки, уже щиты будем вывозить. И у нас луки в большом количестве, то есть луки то же самое мы будем далее вывозить. Кладовая заполнена. А, это пильная. Пильная яма, вернее, пильная кладовая у нас полностью заполнена. Ну, что сделаешь? Пусть пока будет так. Пока будет так, у нас пильная одна, поэтому пока будет заполнена. Да, тут у нас тоже все нормально. И меня интересует посмотреть, что у нас тут 14. Есть что-нибудь? Ага, лагерь каменотесов. Ну, он вообще у нас отключен, тупо стоит. Да, все, у нас появилось мясо уже, появились шкуры уже, отлично. И здесь аналогично у нас еще один, вот он, лагерь охотников. У нас есть мясо и то же самое есть шкуры. То есть полностью голодными мы не останемся. А как придет только лето, у нас появятся сразу еще дополнительные ягоды. И потихоньку пойдем дальше. Так, лагерь охотников есть. Склад мы построили. Все получается. Сейчас проверим, давайте у нас. Что у нас сюда? Ага, нас сюда позавезли и щиты, завезли, и луки завезли. Ну, луков много, луки пусть завозят, обувь. Да, в принципе, это все пусть сюда тоже завозят. Я не против. Пусть сюда тоже завозят, я не против. Немножко разгрузим нагрузку на тот склад, который там был. Особенно то, что касается досок. До фактории, в принципе, недалеко. В фактории у нас... Давайте, наверное, человека еще одного на факторию кину. Давайте еще одного человека поставлю, наверное, на факторию. Вот у нас в фактории пшеница лежит. Вот пшеницу с фактории что-то не забирают пока вместе. Пшеницу с фактории пока не забирают. А вот 27, все, пошло дело. Все, пошло дело. Пусть пока зима, да вынесут все отсюда, потом со временем сделаем еще меньшее количество людей. 67 у нас по одобрению. Налогообложение 2 типа стоит, да? Еды у нас чуть меньше, но у нас еды на 9 месяцев. Думаю, на все это у нас еды должно хватить. Февраль месяц. Уже скоро у нас потеплеет. Скоро потеплеет у нас. И уже в марте месяце будем с вами опять заниматься ягодами. Опять производством. Так, что у нас тут? Ничего у нас тут, да? Что тут? А, вот есть. Потихонечку пошло здесь по чуть-чуть. Все. Один здесь поработал, один здесь поработал. Здесь двое попекли. Ну, маломальски пошло каким-то образом. Да, я понимаю, что как бы вот это вообще для меня дичь непонятная. Ой, вернее, не это, вот это. Земля под паром. Тут у нас лен, тут у нас ячмень производится. Я за то, что куда пшеница делась. Вообще для меня непонятное дело. Так, 600 монет у нас уже есть. 600 монет у нас уже есть. Ячмень мы вырастим. И, соответственно, бухашку будем делать. 4 человека у нас стоят. И у нас заканчивается февраль, наступает скоро март. Поэтому мы запускаем сюда уже, наверное, людей. Давайте тут стартуем. Ой, сори, это не то. Чтобы потом этот момент не прозевать. Стартуем везде.
Все, по одному человеку мы здесь закинули. Сейчас у нас потеплеет, соответственно, начнутся ягоды. И в амбаре у нас человек есть уже. Все, печь для обжига у нас стоит на паузе. Все у нас нормально. Посмотрим. Февраль сейчас будет завершен и посмотрим. 150 монет привезли. Ну и как будут привозить уже в дальнейшем будут пшеницу, все равно нам придется чуть-чуть, короче, поднажать, да, по этому делу, по пшенице. У нас сейчас стройки никакие в ближайшее время не планируются. Ну и, соответственно, вот незанятых семей у нас 0. На складе уголь у нас все. Тут у нас с углем как все нормально. Половину материалов вынесли. Заканчивается зима. Я думаю, если нужно будет нам человека, мы можем одного человека потом для стройки с дров убирать. Доступного жилья у нас нету, кстати. Кстати. Ну, так мы и сделаем. Сейчас мы делаем новое, значит, разметочку под новое жилье. Вот здесь давайте разместим. Но сперва, вот где залежи соли, наверное, нужно поставить место по добыче соли. Лагерь каменотесов. Где у нас тут добыча соли происходит? Это не то. Это забор, промышленность. Краски. Это что у нас такое? Солодильня. Угу. Это из ячменя у нас уже делают солод. Ну, пока еще выращивают, еще можно ждать. Управление. Усадьба у нас уже это построена. Так, а где добыча? Не вижу добычу. Лагерь каменотесов. А вот залежи соли могут, да, делать тоже. Залежи соли. Тут нельзя. Так, а как? Прямо на ней, да, получается ставить, скорее всего, так. Она стандартная, выработка пройдет, потом просто уберем. Ну, наверное, да. Все, пусть занимаются. Для строительства требуют незанятые семьи. Это понятное дело. У нас есть такие ребята, которые сейчас будут не заняты. Где он, наш лесоруб? Вот, хозяйство второго. Где ж ты есть, а? Где тут наши? Вот они. Вот так вот надо сделать. Чик. Я думаю, вот так вот сделать надо. Так, доски, бревна. Доски, бревна. Ага, дров типа, наверное, не хватает, да, я так понимаю. А, нет, дрова, вот они, дров 500. Все, пусть занимаются, значит, здесь на карьере. Есть такое. И вот здесь можно еще построить будет, наверное, здесь дорогу, да? Максимально вот так вот. Вот как-то вот так вот, да? Оп. И вот так вот. Вот так. Стоп. Угол. Чик. Вот так. Ну, здесь не совсем будет ровно, но будет как будет. Вот так, да? Да, вообще, конечно, мягко говоря, неровно. Ну, будет вот так, значит. И сюда можно еще разместить домик. Домишка, да, не знаю, один или два, даже. Ну, посмотрим сейчас. Можно, в принципе, вот сюда, вот сюда, вот, ой, нет, стоп. Вот так. Два домика. Ну, как вы думаете, два или один сделать? Ну, в принципе, у нас как бы вообще хватает. Ну, давайте два. Пусть будет так и будет. Пусть так и будет, два штуки. Посмотрим. Ой, это не туда. Есть. Так, тут все построили. Тут все построили. Пока соль добывать не будем. Хозяйство первого уровня, да?
Как соль здесь добудем, здесь что-нибудь, не знаю, сделаем. Может, тоже какой-то рынок. Ну, что-нибудь такое. Что-нибудь такое. Давайте один дом поставим в приоритете. А второй обычный. Кладовая продуктов заполнена. Какая? Ага, я понял. Кладовая заполнена. Ну, вывозите. Вывозите. Да, нормально. Все, стабилизировалось. Опять появляется, начала еда появляться. Тут, по идее, появляется, да, по чуть-чуть. По деньгам, кстати, мы тоже выходим в плюс. Даже при том, при всем, что пшеницу ввозим. Пшеницу ввозим потихонечку, по чуть-чуть. Ввести еще можно, кстати, было бы металлические заготовки, но дороговато это дело будет для нас. Наверное, мы сейчас везем, пока у нас... Давайте торговлю посмотрим. Торговля, торговля. Кстати, зерно, у нас по зерну что, путь проложен? А ну-ка, я просто посмотрю. Нет, по зерну у нас путь не проложен. Не торговать. Так, все, да. По 12 монет. Ну, пусть будет так. Пусть будет по 12 монет. По чуть-чуть будут ввозить. Нужное количество в избытке, которое, типа того, что не будем возить, да? Королевский налог увеличен. Ну, есть как есть. Не знаю, к чему это был черный квадрат Малевича. Ну, вот как-то так. Королевский налог увеличен. То есть мы как бы должны теперь больше кому-то отдавать, да? Ребята, что у нас из себя представляет королевский налог? Который увеличен, да? Ежегодно королевский налог. Вот теперь понятно. Для сбора налога 338. Угу. Я понял. Дней до сбора налога. Этот налог взимается из казны. Чтобы увеличить число средств в казне, введите налоги через усадьбу. Я понял. Ну, придется ввести небольшие налоги. Куда деваться? 10%. Минус 6 будет, да, к нашему благосостоянию минус 6. Небольшой все-таки налог придется ввести. Потому как увеличен королевский налог. Есть. Хозяйство построено, хозяйство построено. Давайте сразу зарядим его на второй уровень, пока у нас такая есть возможность. Пусть строится до второго уровня. И одно, и второе. И там дальше будет видно. Так, отлично. Отлично. Что у нас по ягодам? Да, все, ребятки, ягоды у нас пошли. По ягодам у нас процесс пошел. Здесь ягоды и травы тоже процесс пошел. Все, супер. Можно даже сделать по красильщику, добавить потом еще немножко красильщика. Я думаю, хуже-то не будет. Так, амбар. Где наш амбар? Большой склад. Вот наш амбар. И получается здесь у нас... ну в принципе, посмотрите, для хранения у нас как бы все окей, все нормально. По хранению у нас все отлично. Два лотка, вот они, ребятки, продают. Даже можно третий поставить, потом будет. У нас по еде как бы нормальный ассортимент. Все нормально есть. Где наш тут бравый охотник? Бравый охотник. А ну-ка давайте посмотрим, что тут уменьшается сильно быстро. Кладовая заимка собирателей. Я понял. Да, тогда мы сделаем пока вот так. Лагерь охотников. Этого парнишу мы отсюда уберем. Да, дружище. А тебя поставим, наверное, вот сюда. Ты же, по идее, будешь быстрее все переносить с заимки собирателя. Все сюда, по идее, да, будешь переносить в ускоренном темпе.
Я также понимаю. Или у нас, в принципе, один совсем справится. Или справится совсем один. А вот какие-то хозяйства, типа, ну, якобы пришли люди. Но как-то особо их я и не вижу. Так, тут у нас, как обычно, чего не хватает? Ничего не хватает. Ничего не хватает. В принципе, одобрение более-менее. Люди пришли, дополнительные люди сейчас придут. Тут поля у нас потихонечку растут и разрастаются. Да, тут у нас полная, я понял. Не выполнено. Заимка собирателей. Не могут ничего найти. А, в зоне. Ну все, это понятно, да. Они сейчас не очень быстро сейчас выбирают, поэтому периодически у них вот такие моменты. Все отлично. У нас все отлично. Материалы у нас есть. Как будет полностью заполнены материалами, тогда, конечно, будем продавать. По деньгам у нас все супер. Супер. Ребятки, я считаю, что на сегодня у нас план выполнен. Подписывайтесь на канал. Мы наладили торговлю, мы наладили нашу жизнь, наладили наш быт. Если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ваши комментарии очень помогают. По сути, комментарии вот нам помогли выбраться из этой ямы. Давайте я вот сейчас так все это сделаю. Немножко поспокойнее, чтобы было. У нас получилась сейчас небольшая деревня, но довольно процветающая деревня. То есть в дальнейшем мы будем также развиваться. Наконец-то вопросы с едой до конца решим, вопросы с одеждой и, может быть, даже займемся новым регионом. Не обещаю, но посмотрим. В прошлой серии, как видели, у нас были проблемы и с едой, и совсем сейчас у нас все это дело с вами уже полный порядок. Все наладилось. Собирать будем потихонечку налоги, производить вооружение, все это будем продавать. И будет все у нас отлично. Спасибо еще раз нашему подписчику под ником Mannerlord за советы и рекомендации. Очень-очень ценные. И рекомендуйте тоже. И увидимся с вами в новой серии. С вами был Феникс. До новых встреч. Пока-пока.